Приветствую, друзья! Вслед за остальными производителями компания КБР тоже решила выпустить хитрые динамические наушники с абсолютно новым композитным излучателем. Назвали модель Цинлун, наверное, в честь старого уездного города в Китае. О них сегодня и поговорим. Поехали! Приходят наушники в довольно компактной, строго оформленной коробке с изображением дракона и списком технических характеристик с обратной стороны. Из важного отметим наличие того самого 10-мм излучателя с чувствительностью 118 дБ и импедансом 32 Ома. В комплекте идет небольшая инструкция, тряпочка и щеточка для ухода за наушниками, два набора амбушюр разного диаметра сердечника, а также плотный коричневый бокс из кожзаменителя. Насадки в принципе нормальные, жаль только козырный КБ-07 производитель зажал, но белые тоже ничего. Кабель выглядит неплохо, чуть липкий, витой, с гибкими заушинами из термоусадки и сопротивлением на каждой из жил равным 0,532 Ома. Не сказать, что мечта, но терпимо. Меня же в нем не устроил штекер на 3,5 мм, давно уже все перевел на балансный пентакон. Так что для тестов я использовал куда более солидный графеновый Chord 6N. Тем более, что производитель сам его предлагает в комплект. Сопротивление его тоже измерил, и оно составляет куда более приемлемые 106 тысячных Ома. Вот столько у нормального кабеля и должно быть, а не 0,5, и уж тем более не больше. Черт, как видите, витой, гибкий и очень приятный на ощупь. Сами чашечки полностью выполнены из металла со средним по размеру звуководом, отверстием для компенсации и строго оформленной внешней частью. Сюда нанесли лишь волнообразную текстуру из прямоугольников и наименование бренда. Выглядит это скромно, зато они прекрасно сидят и звукоизоляция здесь на высоте. Вот так вот это все, друзья, и выглядит. По измерениям у нас довольно стандартный импульс, небольшие расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие 0,3%, что, вообще говоря, фантастика. Фаза ведет себя естественно, хотя и немного смещена, а затухание на 30,60 дБ соответствует где-то 76 и 98 миллисекундам без каких-либо значительных возмущений. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 9 дБ с правильным заходом на середину, еще более внушительное выделение области разборчивости, дополнительный пик для имитации ушной раковины, легкий акцент на 8 кГц для усиления резкости звучания. Высокие же нам ощутимо так прибрали по уровню. Замена амбушюр, как видите, влияет только на самый верх диапазона, еще сильнее уводя его в случае широкого сердечника. Звучат же Цинлун сочно, основательно и просто сверхвыразительно, с хорошим таким глубоким басом, четкой естественной серединкой, заметно так прибранными по уровню высокими частотами. Первым делом я бы ориентировал на эту модель всех, кто любит хотя и насыщенное, но ощутимо притемненное звучание, и тем, кому важно, чтобы бас, кроме скорости, обладал еще и весомым таким телом. Саму же подачу я бы определил как теплую, просто невероятно комфортную, словно домашние тапочки. Да, Цинлун — это не про высокочастотный шлейф и затухание, и не про мега-разрешение. Всего этого здесь, к сожалению, друзья, нет. Зато нет и связанных с этим проблем. Ничего не ярчит, не режет и не сыпет. При этом хватает и деталей, и четкости, и выразительности. Мелодика же здесь вообще поставлена во главу угла. Сравнивал их лицом к лицу с новенькими Beckways Winter, хотя последние имеют больше информации на верхах, однако в остальном у них плюс-минус паритет. А цена, как вы знаете, в 3 раза выше. Если вам по душе притемненный такой характер звучания, то переплачивать, на мой взгляд, нет никакого смысла. В плане стилистики я бы ориентировал их на что-то мелодичное, ритмично-танцевальное, вокальное и другое с уклоном в лирику. Всякие там агрессивные запилы, вой, крики и стоны сразу мимо. На верхах для всего этого безобразия просто не хватит информации, а серединка покажется теплой и слишком вязкой. То есть для рока скорее да, вот для скоростного металла точно нет. Слушать же здесь джаз, особенно какой-то плохо записанный, например, те же рипы с винила, сплошное удовольствие.
Есть, конечно, легкое подсвечивание шипящих, пару раз это замечал, но то, возможно, особенности мастеринга. Ну и всякая оркестровая здесь не сказать, что сказка. Впрочем, настолько серьезной музыке требуется еще более высокий уровень наушников. В остальном же мне понравилось слушать них фанк, техно, ритм и блюз, всякое электрическое, электронное и просто живое исполнение небольших ансамблей. Придраться, конечно же, можно, но, честно говоря, совершенно не хочется. Слишком уж тут все музыкально. Деталей лично мне хватило, выразительность присутствует, звук наделен правильной массой, легкой такой упругостью на низах и просто превосходной динамикой. Экспрессии им, кстати, тоже не занимать. Плюс из-за особенностей подачи музыка в них совершенно не напрягает слух, а значит пользоваться ими можно буквально часами напролет. То есть характер у звука чуть теплый, тембром хватает динамики и прорисовки, превосходная передача эмоциональной составляющей музыки, но есть заметное такое сглаживание на высоких частотах, которые здесь просто увели на задний план. Если вам это не нравится, то как вариант рассмотрите Backways Winter. Ну а если все в порядке, то их мягкость и подчеркнутая экспрессия не оставят вас равнодушными. Действительно интересные наушники, но со своими особенностями и характером. Мне лично такое по душе. По насадкам все просто. Те, что с широким горлышком, делают звук максимально темным и басовитым, а с узким слегка добавляют яркости и прибирают низа. В принципе, оба этих варианта нормальные, но я установил свои любимые, как видите, КБ-07 и, как говорил в начале, графеновый кабель черт от этого же производителя. Вот в такой конфигурации они реально зажгли. В стоке чутка попроще. Итогом, динамические наушники КБ Cenlon лично меня порадовали отличной посадкой, неплохим кабелем из комплекта, богатым набором насадок, достойным внешним видом и, конечно же, их теплым, просто сверхвыразительным и комфортным звучанием, которому при этом хватает и четкости, и динамики, и объема. Единственный нюанс – настроили модель с явным таким смещением в темную, то есть басовитую сторону, заметно прибранными по амплитуде высокими частотами. Как следствие, все яркое и агрессивное здесь чувствует себя не совсем корректно. А вот что с упором на эмоции и мелодику раскрывается в полную силу. Отличная, на мой взгляд, модель, отдушина для многочисленных ценителей притемненной подачи. Наконец-то настал и на их улице праздник. А на этом у меня все. Это были наушники КБ Cenlon. Всем добра, подписывайтесь, жмите лайк и присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Всем добра!